Привет, друзья, это Владимир Милов, и спасибо, что вы смотрите мой YouTube-канал, подписывайтесь на него. Мы теперь здесь говорим не только о международной политике, но вот сейчас в эфире наша передача о России, которая, к сожалению, называется довольно грустно. Why Russia Fails, почему, как мы это переводим, почему одни страны богатые, а Россия бедная, или почему Россия проигрывает. Эту программу мы мыслили как разговор о том, что нам надо сделать, чтобы все это поменять. Чтобы сделать, наконец, Россию современной, процветающей и свободной страной. И мы начали этот разговор в прошлый раз и боролись с детерминизмом, с вот этой психологией, что типа у нас никогда ничего не получится, потому что мы там большие, холодные или что-то еще, да. Но сегодня мы поговорим об еще одной важной вещи, которая стреножит нас и не дает нам рвануть в будущее. От этой вещи придется серьезно избавляться, и эта вещь называется советское наследие. Я все-таки мыслил нашу передачу как разговор скорее о будущем, а не о прошлом. Но без прошлого здесь тоже не обойтись, потому что, знаете, я вот сегодня, когда мы обсуждаем проблемы нашей страны и как из них вырваться, я очень часто слышу вот эти разговоры о том, что надо сделать как в Советском Союзе. Что в Советском Союзе все было очень классно, что вот надо просто к этому вернуться. И для меня это дико, потому что я родился и вырос в Советском Союзе, там получил образование, трудовую книжку завел еще в СССР. Да? И, конечно, для меня то, что вот эту невероятно неэффективную, архаичную систему кто-то приводит в пример, ну это просто дико звучит. Но у нас выросло целое молодое поколение, которое реально совка не видело и не нюхало, но которые реально считают, что там есть много хорошего, есть что перенять, и в целом ко всему вот этому наследию относятся так психологически довольно позитивно. На мой взгляд, это не просто ошибка, но это очень вредно, потому что советское наследие по очень многим параметрам тянет нас вниз, и я сейчас вам расскажу как. На самом деле это все связано далеко не столько вот с какими-то материальными вещами, там, допустим, неэффективностью советских основных фондов, там, транспортной системы, строительных стандартов и так далее. Хотя тут тоже есть о чем поговорить, и мы сейчас об этом скажем. Прежде всего, мне кажется, советское наследие, оно, если хотите, у нас вот в головах. Да? С точки зрения психологии, философии, многие наши люди вот часто даже... Не хочется это говорить, но, возможно, генетически подвержены вот этому советскому влиянию. Что у нас произошло за период вот этой коммунистической истории? Ну, если так прямо говорить, я убежден, что то, что Советы сделали, они во многом пытались сломать хребет нашему русскому народу, сделать его таким рабским, послушным, чтобы его можно было эксплуатировать нещадно для вот этих своих целей, построения мировой коммунистической гегемонии. Вот эти все репрессии, они, в общем-то, были откуда? Они были направлены на то, чтобы уничтожить наиболее передовой инициативный класс нашего общества, а всех остальных запугать. Будете высовываться, вот вы все отправитесь туда же. И, к сожалению, вот эта советская социальная инженерия, она во многом удалась. Например, вот мы сейчас можем видеть это, ну, на примере сегодняшней ситуации с адским экономическим кризисом. У нас один из самых затяжных кризисов в мире. Мы вот прошли этап уже 11 лет без экономического роста. У нас больше 6 лет реально падают доходы населения, чтобы вам там
не врала приукрашенная официальная статистика. Да? Ну, обычно бывает, что вот в любой другой стране, не только демократии, но даже диктатуре, когда так долго нет роста благосостояния, ну, народ начинает просто возмущаться этим делом. И в итоге правители либо вынуждены идти на уступки, либо вообще уйти. Чего, конечно, хотелось бы больше всего. Да. Но мы видим, что наша страна, к сожалению, выбирает путь адаптации, перетерпеть, переждать. И вот мы это видели уже в многие периоды нашей тоталитарной и авторитарной истории, когда вот наши люди терпят до последнего, когда уже просто система не может работать и под собственной тяжестью обваливается. Это было в нашей истории не раз. К сожалению, вот мы идем к повторению этого дела. И вот для того, чтобы этого повторения не случилось, нам нужно избавляться от вот этой советской рабской психологии. Вот это ровно то, что в нашей стране насаждала коммунистическая власть. Вот этот полный добровольный отказ от инициативы, от какой-то креативности. Тебе что, больше всех надо? Не высовывайся. Под лежачий камень вода не течет. Моя хата с краю. Вы прекрасно знаете все вот эти пословицы и поговорки, которые, ну, в советское время, они для многих людей были формулой жизни. Вот как-то тихонечко проползти огородами, ни в коем случае не высовывать свою голову, не показывать, что ты что, самый умный, что ли, да? Это было социально плохим явлением в Советском Союзе, в нашей коллективистской коммунистической системе, было плохим социальным явлением быть самым умным. Это порицалось в школе, на работе. Да? Вот в результате мы имеем что? Инициатива нашего общества, а это главное конкурентное преимущество в современном мире. Вот что, откуда у людей там появляются айфоны или корабли для полета на Луну или на Марс, да? Или какие-то суперсовременные технологии в разных сферах. Это вот кому-то приходит в голову идея, он пытается практически ее реализовать, докручивает ее до полноценного продукта, который уже может работать. Это всегда вопрос инициативы, принятия на себя ответственности ради какого-то движения вперед. В нашем обществе, и я ругаю коммунистов за это, в нашем обществе инициатива скована по рукам и ногам. У нас везде, вот вы можете видеть сейчас в этой разворачивающейся ситуации с политическими протестами, люди недовольны, но тем не менее вот они не готовы куда-то идти протестовать, не верят, не хотят, боятся. Это вот наследие этой психологии, которая закладывала в россиян советская власть, психологии безинициативности. Вот, к сожалению, главное, если вы спросите, что подрубает нашу конкурентоспособность на международной арене больше всего, это вот эта вот проблема с отсутствием инициативы у людей. Люди не хотят быть предприимчивыми. Вот график, который вы сейчас видите на экране, это резкое падение доли доходов от предпринимательской деятельности у россиян. Когда Путин пришел к власти в 2000 году, доля доходов от предпринимательства составляла примерно 15%. При том, что тогда и олигархов никаких не было. В 2000 году у нас никого не было в списке Forbes. Все были бедные достаточно, да? Сейчас лишь около 7% денег россияне зарабатывают предпринимательством. Инициатива сдавлена по рукам и ногам. Вот, например, опрос в ЦИОМа. Насколько резко упала, вот вы сейчас можете увидеть это на экране, насколько резко упала доля россиян за последние годы, которые хотели бы заниматься предпринимательством и зарабатывать достойно себе и своим семьям на жизнь через какую-то предпринимательскую рыночную инициативу. Нет. Путин вернул нас вот в эту советскую ментальность, когда предпринимательство было незаконным уголовным деянием. И люди, у нас, знаете, в Советском Союзе у нас же не было понятия зарплата. Это называлось получка. Вы не зарабатывали. Вы получали от какого-то дяди, у которого вы стояли, значит, за подаянием в очереди в кассу. Вот, к сожалению, вот Путин возвращает нас к этой ментальности, и это очень-очень плохо, потому что в инициативе, в предприимчивости, конечно же, лежит ключ к будущему и к успеху России. Здесь, конечно, надо говорить не только о психологии. Там от совка нам досталось много чего совершенно ужасного. Да? Ну, вот эта вот абсолютно идиотская транспортная система, которая, давайте говорить вот просто, поезжайте в любую большую современную федеративную страну, такого типа, как Россия,
вы увидите, как там развита, например, аэропортовая сеть. А у нас в России все летает там в лучшем случае только через Москву. Про наши дороги я вообще молчу, это отдельный разговор для отдельной передачи. И поверьте, это не то, что у нас были какие-то классные дороги в Советском Союзе, которых пришел Горбачев и Ельцин и все это дело развалил. У нас в Советском Союзе не было вообще никаких дорог. Просто никаких. Их не существовало. Знаете почему? Потому что коммунистическая власть не хотела, чтобы вы были богатым, обеспеченным средним классом, чтобы у вас была машина. Вам не нужна была машина. Посмотрите советские проектировочные нормы, сколько они места у домов отводили под автомобили. Нисколько. В советское время, я еще их застал, улицы были пустые. Потому что считалось, что машина – это роскошь. Что ваша задача – это вот трудиться на заводе, значит, создавая добавленную стоимость коммунистическим вождям, чтобы они могли на это спонсировать всяких своих диктаторов в Африке, с которыми они дружили. Да? Вот вы должны были быть такой эксплуатируемой единицей. Машина вам не полагалась. Зачем вам дороги? Да? Транспортная система, промышленность. Вот знаете, вот один из мифов, я машиностроитель по образованию, за всю свою карьеру, за 30 лет объездил огромное количество российских производств, заводов. Один из мифов, который меня всегда адски бесил, это про то, что якобы в наследие от Советского Союза нам досталась какая-то мега-гипер-пупер эффективная промышленность. Ребят, это такая чушь. Ну, конечно, эта промышленность что-то производит, и мы это продаем. Это правда. Но вот просто посмотрите, график, да, это энергоемкость металлургических производств в разных странах. Знаете, почему она в России высокая? А вы сходите и посмотрите, просто для начала, сколько у них и у нас цеха высотой. Вот эти все 20 метров, зачем-то построенные, надо отапливать, например, да. И в целом, у нас, поскольку рыночной экономики не было, мы об эффективности, о конкурентоспособности, об издержках не думали. У нас и самолеты были такие, которые столько жрали топлива, что в современной экономике, конечно, это все не выдерживает никакой критики. Да? У нас и станки были такие, которые столько едят электричества, что это никак не может выдержать никакой рыночной конкуренции. Знаете, в советской статистике было такое понятие энерговооруженность. Оно, кстати, где-то до сих пор у Росстата на задворках есть. Энерговооруженность — это что? Это значит, что типа если вы больше тратите энергии на единицу продукции, то это круто. Это говорит о том, насколько вы технологически развиты. Вот такое вот идиотское представление о жизни было в Советском Союзе. Об энергоэффективности, конечно же, никто никогда и не помышлял. Я это все говорю к чему? Можно много продолжать. Например, вот вы все часто жалуетесь, что как же, значит, вот так, что зимой, когда надо топить, мы вот открываем форточки, потому что такая сила отопления, что в доме невыносимо жарко, и мы вынуждены отапливать улицу. Так, ребят, в советских СНИПах, строительных нормах и правилах было написано, что проветривание помещений достигается за счет неплотности оконных рам. Блин. Вот это вот все расточительское отношение к энергоресурсам было запрограммировано. Потому что ничье. Потому что не было частной собственности. Все, что у нас было, принадлежало не нам с вами, россиянам, а черт его знает кому. Политбюро, ЦК, КПСС. Да? Поэтому вот эта культура неэффективности, расточительства, разгильдяйства. Когда вы покупали машину в Советском Союзе, первое, что надо было делать, пройтись по ней гаечным ключом. Потому что у работников на конвейере не было стимула закручивать как следует гайки. И они могли просто разлететься в любой момент. Потому что не было рынка, не было спроса, не было клиентуры. Отсюда полное отсутствие так называемой клиентоориентированной культуры производства. Да? Вот здесь, возвращаясь к психологии, я хотел сказать еще вот о нескольких важных вещах. Те из вас, кто помнит начало 90-х и начало рыночных реформ, я думаю, вспомнят одну очень смешную историю, когда у нас же в Советском Союзе вообще не было сферы потребительского обслуживания, ее просто не было. Для того, чтобы что-то доставать, там какие-то предметы быта или даже вот еду, вам было слово «доставать», вам за этим всем надо было побегать. Вот просто сейчас так зайти в какой-нибудь супермаркет у дома и повыбирать с полочек, значит, типа, какое средство для мытья посуды вы хотите, о чем вы говорите, да? Этого не было ничего. И это все начало появляться с начала 90-х годов и с рыночными реформами. И вот там чем отличались 90-е от нынешнего времени? В 90-е все газеты были заполнены объявлениями о найме на работу.
То есть работы было просто вот выше крыши. Да? Я честно могу сказать, я был студентом, да, хотелось денег заработать там, на какую-то условно красивую жизнь. Это можно было, хоть там хочешь разгружай вагоны, хочешь я английский знал, иди переводы делай там. Все что угодно, работы в 90-е, это вот не как сейчас. Работы в 90-е было полно. Но когда они брали людей на работу в сферу торговли и услуг, то там были очень интересные приписки в этих объявлениях без опыта работы в советской торговле. Потому что советская торговля приучала вас вот к этой культуре монополиста. Есть одна продавщица, которая стоит такая вся и говорит: знаете что, вас много, я одна. Будете терпеть, у меня сейчас вообще перекур, ждите там 15 минут или полчаса или сколько такого. Да? Ну, понятно, что в современном мире построить на таких принципах конкурентную, эффективную экономику, которая могла бы хорошо конкурировать в мире, производить какие-то нужные людям продукты, ну, невозможно. Просто на таких культурных принципах. Вот это еще одна вещь, где нам просто жизненно необходимо избавляться от вот этого советского психологического наследия. Вот смотрите, для того, чтобы наша страна стала современной, развитой, конкурентоспособной, могла конкурировать в мире со всеми на равных, нам нужно многое поменять у себя в голове. И в частности избавляться, вот я даже у молодежи, к сожалению, это вижу, избавляться от очень многих вот элементов вот этого советского наследия. Если говорить о том, как это связано с работой, с тем, что вы делаете, вот, друзья, посмотрите, как устроен развитый мир, где высокие стандарты жизни. Там все-таки люди стараются выбрать себе занятие в жизни, выбрать работу, которая так или иначе нравится им, доставляет им удовольствие. Вот это в чистом виде наследие совка, когда у нас десятки миллионов людей прозябают просто ради денег на работе, которая им противна, неприятна, не нравится и так далее. На мой взгляд, это очень важный такой психологический момент. Понятно, что найти себя в жизни это тоже не такая простая штука, да? Но в советское время у нас была вот такая, к сожалению, культура отношения к работе, что работа это что-то, что в принципе удовольствие приносить не может и не должно. Это что-то неприятное, противное, что надо отрубить от 9 до 6 и быстрее сбежать домой. Постараться приписками себе, значит, отрапортовать какой-то нужный результат, не дозакрутить гайки на конвейере, быстрее сбежать. Ну, понятное дело, когда вы, по сути дела, в тюрьме и занимаетесь рабским трудом, ну, никому это не нравится. Вот избавьте для начала себя от этого рабства, ищите в жизни то, чем вам интересно заниматься, делайте то, что вам нравится. Постарайтесь найти то, что нравится вам и может еще приносить деньги. И самое главное, быть полезным людям. Вы должны смотреть на жизнь таким образом, что вот как Россия может заработать, как Россия может состояться в мире, экспортировать что-то полезное. Вот посмотрите, например, я считаю, что абсолютно идеал для нас это Германия, которая является крупнейшим экспортером высокотехнологичной продукции и экспортирует все. Транспортные средства, машины, самолеты, станки, микросхемы, самый разный набор очень сложных высокотехнологичных продуктов. Все это продается в мире, немцы получают за это деньги и очень хорошо живут. Вот откуда, собственно, там высокие стандарты в жизни. Германия входит в тройку крупнейших экспортеров в мире. Экспортируют они высокотехнологичную продукцию, которая стоит дорого, в высокотехнологичной сфере высокие зарплаты. Немцы квалифицированные люди, делают качественную продукцию, хорошо получают. Вот чему мы здесь можем у них научиться? Научиться здесь мы можем тому, что мы всегда должны предлагать людям какой-то реально хороший, качественный продукт, который мы делаем. Вот Советский Союз был страной, где все притворялись, что они делают что-то хорошее. Вы вроде как варите пиво, но это была, я извиняюсь, как не я придумал выражение, ослиная моча, которую пить было невозможно. Есть то, что в Советском Союзе производила пищевая промышленность, было невозможно. Невозможно было носить то, что производила советская легкая промышленность. Вот, ребят, давайте отрываться от этого. Понимаете, люди к вам потянутся, и Россия сможет предложить миру какие-то
продукты, услуги, которые будут востребованы, будут приносить нам деньги и сделают нас богатой, развитой страной, если мы вобьем себе очень простую формулу в голову. Мы в жизни должны делать что-то, что приносит пользу людям. Не просто отработал на отшибись, да, с 9 до 6 и сбежал. Мы должны поставить себе задачу, вот если все из нас будут пытаться делать и производить что-то полезное, востребованное, хороший продукт, который будет востребован рынком, если уж прямо говорить в таких прагматичных категориях, да, то тогда и всей стране как-то легче задышится, и мы сможем просто перейти на совсем другой уровень. Вот давайте в этом смысле ориентироваться на Германию, как замечательный совершенно пример страны, которая лежала 70 лет назад в абсолютнейших руинах, а сейчас является глобальным лидером по производству и экспорту высокотехнологичной продукции. Собственно говоря, их высокотехнологичный экспорт, в общем-то, примерно равен всему нашему ВВП, понимаете? Вот какая вся история, да? Так вот, это происходит, кстати говоря, съездите в Германию, посмотрите, как там все это работает, да? И вот вы поймете, что в этой культурной разнице есть очень такая серьезная и важная подоплека. Немцы очень ответственно подходят к себе, к своей жизни, к окружающим. Это тоже очень важно. Вот то, за что мы, например, любим развитые страны Европы, там абсолютно нет вот этого наплевательского отношения к окружающим, которое мы, к сожалению, часто видим вокруг себя. Наплевательского отношения к природе, к животным. Там этого нет. И это как раз ключевые факторы, которые способствуют вот расчистке этого такого национального организма от всех вот шлаков истории того, что было привнесено вот этой жестокой эксплуататорской советской психологии. Мы должны строить наши жизни с вами так, чтобы быть чем-то полезными окружающими, чтобы не покушаться на их пространство, уважать других людей, уважать их мнение, интересы. Когда вы пытаетесь что-то там себе по-быстрому урвать и убежать, как, в общем, учила нас коммунистическая власть, несмотря на всю их риторику, ну, кончилось это все крахом. А вот почему мы, страна, которая победили Германию во Второй мировой войне, живем сейчас как Северная Африка, а Германия живет хорошо? Это не просто вопрос, что они где-то технологически что-то смогли лучше. Они и смогли это потому, что просто перестраивали свою психологию. И вот давайте задумаемся над этим. Я хотел бы, чтобы вы уходили от восприятия Советского Союза и советского наследия. Как, знаете, как мне вот недавно написал один наш зритель, ну там было много плохого, но в Советском Союзе было же и что-то хорошее. Да, вот там где-то под полой, где люди прятались от советской власти, у них на кухне была другая атмосфера. Мы там слушали Битлз, слушали Элвиса, слушали Высоцкого, говорили совсем другие вещи, которые было нельзя. Мечтали о будущем, мечтали о том, что мы построим все-таки нормальную, успешную страну, поедем посмотрим весь мир. Да, вот это хорошее было. Это было не благодаря, а вопреки советскому наследию. Давайте начинать избавляться от советского наследия по всем фронтам, где это только возможно. Мы еще много раз будем возвращаться к этому разговору. Это была программа Why Russia Fails. Почему другие страны богатые, а Россия бедная. С Владимиром Миловым. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Мы продолжим здесь говорить о будущем России, как из наших руин построить все-таки нормальную, современную, пригодную для жизни страну. До встречи.